Так, Варус такой герой, который имеет на позиции Адекири ульту в виде энгейджа. То есть мало кто из АДшников это имеет. По сути, Варус и Аша из тех, что в мете, это только Варус. Ну, у Джина там, как, у него скорее как фоллап, потому что энгейдж у него такой, типа, если кто-то чем-то подцепит, да, он сможет там зацепить вышкой, а так, типа, если чисто за энгейдж, то это скорее только Варус. У него очень сильная лайн-фаза, то есть если вам нужен какой-то АДшник, который хорошо доминирует в начале, у вас, в принципе, выбор стоит между Кейтлин сейчас и Варусом. Неплохой урон у него есть, то есть он может выступать как в роли такого гиперкэри, который, ну, конечно, гиперкэри из него послабее немного, чем, допустим, какой-нибудь Ког'Maw в Twitch, но, тем не менее, с новыми рунами, в частности, Lethal Tempo и билдом через Гуинцу, у него урона очень много. Поэтому, если нашей команде нужен какой-то сильный... Если вашей команде нужна сильная лайн-фаза и инициация от АДшника, то Варус — это идеальный выбор. Так, отличие чемпионов в солоку и компетитиве. Из отличий, я думаю, можно выделить то, что в солоку чаще всего ульту можно тратить гораздо чаще, чем в компетитиве, потому что в солоку так или иначе игра идет более аркадная, и с помощью ульты можно выцеплять противника, то есть зарабатывать какие-то фрикилы без проблем. 5 на 5 же тут больше идет на то, чтобы оставлять ульту под какой-то конкретный тимфайт или под какую-то драку. Допустим, если там дракон будет через минуту, то лучше ульту не тратить на какой-то килл, а подождать и оставить ее на дракона. А так, каких-то особо больших отличий между 5 на 5 и солоку на Варусу нет, потому что герой, в принципе, и там выполняет примерно одни и те же функции. То есть старается задавить противника на лайн-фазе и в дальнейшем как-то утилизировать ульту. Либо через engage, либо наоборот через disengage. Так, как правильно говорить, как правильно играть за чемпионов в солоку. Ну тут, опять же, стараться продавить оппонентов на линии. То есть, в принципе, Варус сейчас выигрывает практически все линии. Ну или, по крайней мере, не проигрывает. Если у него на саппорте стоит что-то вроде Алистара Блицкранга, то есть такие олнищие саппорты, то стоит качать до 5 уровня кушку, а после 5 уровня, то есть начинает, ну, на 6 ульту берешь, а 7, 8, 9 начинает качать вэшку. Сначала идет Q на 3, потом максится вэшка, потом снова докачивается кушка и потом ешка. Макс вэшки обуславливается тем, что сейчас, в принципе, Варус собирается только через Гуинцу, а так как раз Гуинцу собирается где-то уровня на 7-8 плюс-минус, то именно с этого уровня стоит качать вэшку, потому что там когда Гуинцу настакивается, то есть вэшка прокает 2 раза, и из-за этого урон будет намного выше, нежели чем качать QE. На линии же вэшку качать особо смысла нет, потому что нужен дэмэдж для олвинов или трейдов. Если у тебя саппорт не олвиниши, вроде Алистара и Блица, а там что-то, какое-то утилити, типа Соны, Лол, Жан, вы не олвините оппонента, а трейдитесь, тогда как раз Варус качает ешку на 3, ну то есть точно так, а после этого вэшку, потому что кушка на такой линии даст тебе особо немного, а ешка как раз будет хороша, потому что ты постоянно трейдишься и закидываешь ешкой оппонента. Ты кушку качаешь только если вот у тебя саппорт играет только через олвины, допустим, Леона, Блицкранг, Алистар, даже Алистар в меньшей степени, скорее Леона и Блицкранг, тогда лучше кушку. Потому что у тебя как раз есть время, они дают контроль по противнику, ты можешь запросто его натыкать и кушкой заберстить. Потому что если смотреть чисто по дэмэджу, в олвинах кушка даст больше. А так, когда у тебя, грубо говоря, ну, саппорт обычный, который там наполкивает, тебя подбафывает, тогда ешка 100% лучше. Потому что у нее КД поменьше, и за мидл она дает. То есть попроще на линии будет играть. В принципе, еще можно сказать, что в солоку нужно стараться не умирать на линии БГУ, потому что если Варус вначале умирает на линии и выпадает из игры немного, то начинает отставать, потом ему довольно тяжело камбэкаться, потому что это все-таки герой такой, который от темпа играется, если, допустим, вначале сильно отстанет, уже в игру не вернешься. Да. Это все-таки, ну, это не Twitch, там не Ког'Maw, которые потом предметы соберут и разнесут. Он больше такой, типа, на Кейтлин похож. Хотя вот с новыми рунами, в принципе, Варус и Войтеха сильные.
Но если там купишь Гуинцу, когда у всех по 2-3 итема, особо погоды не сделаешь. Сейчас оптимальный билд — это первым итемом ты собираешь Гуинца, дальше ты смотришь. Если против тебя много АД урона, что чаще всего сейчас случается, то ты после Гуинца покупаешь себе ниндзя таби и, скорее всего, какой-нибудь либо Ботрик, либо Хурикейн. То есть, если ты смотришь, что против тебя довольно много жира, то есть ты Ботрик берешь, а потом уже Хурикейн. Если нет, то наоборот, Хурикейн, а потом Ботрик. Если много АП, то ты после Гуинса себе берешь Вицент, а потом опять смотришь либо Ботрик, либо Хурикейн. И шестым предметом ты смотришь, то есть если нужен какой-то Armor Penetrate, ты берешь ЛВ. Если нет, если Вицента тебе не хватает, нужно больше магреза, то скорее всего ты возьмешь себе лучше QSS, потому что мав в принципе тебе не нужен будет лучше QSS, так или иначе, там контроль какой-то подснять, спид получить. Если это не нужно, то и тебе нужно больше урона, ты можешь на пофиг взять Infinity, это прям тебе очень много урона даст. Ну, примерно так, то есть LV, QSS, Infinity, что-то вот из этого трех. Потому что, в принципе, у тебя есть Hurricane, и с Infinity будет 50% крита, учитывая, что почти всегда у тебя будет кап атак спида, то он получится таким неплохим дэмэдж-дилером. Так, неприятные матчапы. Варус в этом плане чем хорош, тем, что в принципе у него неприятных матчапов просто нет. Из того, чего стоит опасаться в Солоку, это, наверное, связка Зая Ракан, потому что она всех очень хорошо напрягает, в том числе и Варуса, но на это есть очень хороший ответ, но есть два хороших ответа на это. Первый — это Алистар, и связка Варус-Алистар считается очень хорошей, потому что у них есть и килл-потенциал, и на линии, в принципе, они себя хорошо чувствуют, потому что Алистар может и подхилить, и задисенгейджить вместе с Варусом. Второй ответ в Заю Ракана — это Моргана, то есть тоже Варус Моргана, в принципе, неплохой на этот ответ. А так, в принципе, больше каких-то таких особо тяжелых матчапов нету, разве что, опять же, трэш Калиста может быть довольно напряжной линией, но с Алистаром, если вы играете, ну, если вы понимаете, как играть, то, в принципе, тоже проблем не должно быть, там просто вы пытаетесь играть по Калисте, и тогда никаких проблем не будет. Остальные линии, в принципе, стоят довольно без проблем, потому что Варус из тех героев, которые на линии себя чувствуют очень хорошо. Если против тебя, допустим, на линии трэш, то за трэша на самом деле хуком попасть тяжело довольно. Поэтому последнее время, ну, довольно последние полгода, наверное, трэш играется как? Он старается начать файт, если трэш шаришь с плея, то есть если он подходит на раньше ешки, ты просто нажимаешь на него свою ешку, замедляешь его, и вы вместе с саппортом его, короче, натыкиваете. А против Блица немного по-другому, потому что он все-таки с рейнджа хукает, он в мили не подходит, как трэш. Там стандартные темы, что держишься за крипов, не подставляешь там под какие-то лишние хуки. А против Леоны, тут тоже зависит, какой у тебя саппорт. Если, допустим, у тебя какая-нибудь Моргана, то ты можешь просто, ничего не боясь, подходить и бить ее, если она стоит в рейнже. Потому что если она в тебя летит, Моргана просто щит нажмет, и у тебя проблем нет. Если какая-то другая, если какой-то у тебя утилити саппорт не Моргана, типа там Сон и Нами, то тут линия довольно сложной становится, в том плане, что линия с Леоной может просто на вас влетать, и без лесника вам что-то тяжело будет сделать. Поэтому нужно будет колить лесника, и после одного-двух гангов проблем не должно быть, потому что Леона как играет? Если она уже влетела у вас, то она не уйдет. Ну да, если она влетела, а лесник подошел, то это просто фрикил. Ну и против Леона еще стараться запушить линию в начале, то есть получить второй уровень гораздо раньше, чем она. Это, в принципе, работает и против трэша, и против лица, потому что они миличники, они линию пушат не очень хорошо, поэтому есть очень хороший вариант их перепушить. И если вы апаете второй раньше, чем они, то вы их можете просто зонить от крипов. А если против тебя миличный саппорт, чаще всего ты берешь Доран Блейд. Исключение, наверное, линия против Калисты, потому что против Калисты надо в 100% случаев брать Доран Шилд. Когда против тебя Твич, ты тоже берешь Доран Шилд, потому что каждый тикового яда обновляет действие Доран Шилда, и там просто слишком круто, чтобы не брать. Вот это, наверное, два дэшника, против которых must-have брать Доран Shield. Дальше надо смотреть на саппорт. Если против тебя миличный саппорт, чаще всего ты берешь Доран Блейд. Исключение только вот эти дэшники. А если против тебя рейнджовые саппорты, то есть Карма, Лулу, Нами, которые тебя будут постоянно пробивать и пытаться паукать, то тогда нужно
тоже брать Doran Shield. Мгм. А в остальных матчапах, то есть, ну, против миличников Doran Void просто берешь и все. Можно еще, в принципе, против Кейтлин брать Doran Shield, потому что Кейтлин тоже Пушка. играется довольно Мгм. агрессивно, да, и у Мгм. нее рейндж большой, поэтому она постоянно тебя будет бить, тоже Doran Shield. А если против тебя, допустим, Джин, Вейн, Сефир, Тристана, Зая... А, еще в последнее время стали, ну вот на новом патче, часто стали брать МФ, вот против МФ 100% Doran Shield. Там просто связка очень появилась такая, типа мерзотная в солку. Это Джин МФ, там оба с кометами, и это просто пипец. Джин МФ с кометами? Да, вот, типа оба берут комету, и Мгм, типа оба... мгм. Там МФ нажимает Ешку, Джин нажимает Вэшку, у тебя две кометы летят, ты стоишь полностью фул Ешку МФ-ки из-за рук от Джина, и типа это прям очень больно. Так, что там, когда у чемпиона наступает пик силы, да? Ну тут, когда у тебя появляется Гуинс, и ты ловишь такой первый мини-пауэр спайк, Мгм. когда ты берешь себе второй итем, особенно если это Вицент, то это вот ты уже вот такой прям хороший, сильный Варус. И дальше ты будешь становиться только сильнее, но вот на этих двух предметах ты, грубо говоря, уже можешь практически любого АДшника перебивать. То есть если вот у тебя, допустим, Гуинса Вицент или Гуинса Ботрека против тебя какая-нибудь Тристана, у которой инфинити статик, и если ты начинаешь файт первым, то есть, допустим, нажимаешь на ее ульту и начинаешь, грубо говоря, пить ее первым, то ты 100% выиграешь. Мгм. Потому что, особенно, если ты стоишь на линии, и перед этим убьешь какого-нибудь крипа, чтобы залутать бонусный атак спид, и у Гуинса у тебя будет настаканное, тогда ты не проигрываешь вообще никакому атакере на двух солтах. Поэтому нужно стараться играть от получения Гуинса, и, грубо говоря, когда получаешь Гуинса, это вот такой вот хороший пауэрспайк уже. Мгм. Так, как тимфайтить, на что обращать внимание? Ну, тут зависит от того, как тимфайт начинается. То есть, если это солоку, то тут два варианта, как тимфайт начинается. Первый, это если тимфайт начинаешь ты за Варуса, то есть ловишь кого-то ультой, то тут идет как? Ты кидаешь ульту, и вы со своей командой пытаетесь просто сбрить цель, которую ты ультанул. И зачастую вот такие файты довольно легко выигрываются. Второе, это когда вас влетает, просто кидаешь ульту на дисенгейдж и стараешься играть по тому, в кого ты ультанул. То есть просто по ближайшему играешь. То есть если перед тобой, допустим, стоит танк, а чуть дальше за ним вражеский АДшник там, или мидер, не стоит бежать, пытаться убить этого АДшника или мидера, стоит играть просто по танкам, потому что Варус через этот билд, который он играется, он танков просто вырезает очень сильно, потому что у него получается процентный урон, гибридный урон из-за того, что у него и Magic, и физик, то есть там танки расклеиваются очень быстро. Нужно стараться оптимизировать вот вэшку на максимум, поэтому стараться юзать скиллы свои после того, как висят 3 стаки. Ну вот, когда ты ульту кинул, да, можно сразу на кешку кидать, а кушку кидать уже не сразу, а только после 3 атак. Зачастую получается, что... Потому что, ну, ульта более высокий рейндж имеет, чем автоатака. Ульта, кешка, 3 автоатаки, кушка. Ну, а если на линии и тебе позволяет ситуация дать 3 автоатаки, то да, лучше дать 3 автоатаки, а потом... Можно сказать об игре на лейнфазе, то есть когда-то, ну, это больше применимо к тому, когда максишь ешку. То есть на линии проводить трейды так, что, допустим, даешь 1-2 автоатаки ешку, 1-2 автоатаки ешку. И стараться не затягивать такие трейды. То есть Варус играется так, что вот ты дал 1-2 автоатаки ешку, и по сути все, весь твой дэмэдж прошел, поэтому зачастую получается как? Некоторые люди дают 1-2 автоатаки ешку, видят, что они снесли много хп и идут как бы уже в такой луиновый файт. Ты уже сдал весь свой дэмэдж, по сути у тебя дэмэджа уже нет, поэтому зачастую, если ты затягиваешь так трейд, то ты получаешь потом больше дэмэдж, чем нанес. Ну, исключение, когда у тебя там какой-нибудь блицкранк Леона, тогда да, тогда типа можно улынить. Да, вообще иметь в виду, что можно нажать R-флэш, и это будет работать. Нет, ну и это будет куда быстрее, чем флэшер. Некоторые люди почему-то юзают флэшер, вот даже на чемпионате мира там Бэнк юзал флэшер, а не R-флэш. То есть стоит, да, иметь в виду, что это работает. Ну, по рунам тут два варианта. И вообще, на самом деле, один, но Precision, первая ветка. Мне нравится Lethal Tempo, вот просто в 99.9% случаев, потому что она дает очень много. То есть, потому что у Варуса с Гуинсой единственная проблема, это раньше была в
том, что он ее долго стакает, Мгм. часть Б. Вторая, это что с таким билдом у тебя получается оверкап атак спида. Особенно если ты по лутаешь. Летал темп решает просто две эти проблемы, потому что, во-первых, она позволяет тебе быстро ее настакать, потому что сразу тебе дает много атак спида. А во-вторых, когда ты настаканный, у тебя кап атак спида убирается, и у тебя там чаще всего доходит там, до 3-5 атак спида. Поэтому, на мой взгляд, она дает намного больше, чем пресс за атак, которая, да, увеличивает, там, дает какой-то burst damage небольшой, дает потом процентный дэмэдж от тебя и от команды, но бонусы от летал темпа, мне кажется, это перебивают с лихвой. Дальше я чаще всего беру триумф, потому что оверхилл не так хорошо сидит, редко когда он применяется, особенно с таким билдом, когда у тебя на лайфстил чаще всего только ботерк, поэтому, ну, ботерк бывает еще QSS, но триумф, мне кажется, поинтереснее, потому что он, ну, особенно в мете, которая сейчас, он спасает тебе жизнь просто на раз и два, там какой-нибудь Z в тебя влетает, ты его, допустим, убиваешь перед тем, как взрывается его марка, и ты оп, живой благодаря этому. Ну, на самом деле, я вот тоже сначала брал скорость атаки, но сейчас я, наверное, предпочитаю себе брать лайфстил, потому что получается как? Есть такие игры, когда ты, допустим, ботрок берешь только третьим предметом, то, допустим, у них много магов, ты берешь Вицен, и получается собрать только третьим, если вообще не четвертым. И у тебя и так много предметов, потому что все предметы дают тебе атак спид, а лайфстила, по сути, и брать-то и нет, кроме ботрка. Поэтому вот эта вот мастерка на 8%, она очень хорошо. Ты берешь Доран Блейд, вот у тебя Доран Блейд 3%, и вот эта штука, которая тебе дает 8%. И в итоге у тебя получается 11% лайфстила, что очень даже неплохо. Хорошо, третья рунка. Тут два выбора. Это либо по чемпионам, у которых лоу хп, Куб де Грейс. Да. Либо Кадал, которые против чемпионов, у которых больше хп, чем у тебя. Что каждый предпочитает, в принципе, если против вас один, хотя бы, ну как это, в идеале два танка, то есть, допустим, ну как танк, допустим, на боте какой-нибудь против тебя Блицкранк, там Кенч Браун, на топе какой-нибудь Шогот стоит, вот тогда уже можно 100% играть. Если против вас там какой-нибудь сквишовый сетап, то все-таки лучше взять тогда Кат де Грейс. Дополнительный путь, тут, в принципе, есть два выбора. Domination ветка мне не нравится вообще Наварос, то есть, по сути, дает вообще ничего. То можно брать Сорцери и в нем себе брать несколько вариантов. Первый довольно неплохо смотрится Шляпа Абсолюта? Head, да, потому что, ну, ульту колдаун довольно важно, и это неплохо сидит. А вторым брать тут либо 4% мовспида, то есть Celerity, неплохо, ну, то есть дополнительный мовспид всегда круто, плюс там быстрота, плюс немного АД. Либо Scorch, то есть дополнительный урон с обилки, усилит без того сильную лайн-фазу. То есть вот эти вот 30 урона, допустим, на первом уровне, это по сути, вот там Ешка тебя на первом уровне дамажит 60, а это еще сверху 50% урона. Второй вариант, можно взять Resolve. Это если против тебя там какая-нибудь прям гипер тяжелая линия уровня там Карма Кейтлин. Это храбрость, да? Да, или Кейтлин Лоу, там ты берешь платовый резист, допустим, вот Iron Skin 5 армора и Second Wind. Это поможет засустейнить линию. То есть ты берешь на ту линию, которую ты вот видишь чем селект, такой думаешь, блин, вот тут явно будет тяжело. И тяжело не в том плане, что вас могут заулынить, а в том плане, что вот будет постоянно напаукивать. А если линия будет протекать так свободно, то лучше уже взять Сорцери, потому что там по статам она поинтереснее. Domination, на мой взгляд, слабая очень, и Inspiration тоже брать смысла особо нет. Бесплатный ботинок, его проблема в том, что там на АДшника тебе все-таки ботинок нужен ради статов, то есть вот эти 30% так спида на персах, это, ну, 30% это как, допустим, Hurricane дает 30. То есть это, ну, много атак спида. Или ниндзя-тага, то есть нет смысла, мне кажется, брать на ботинок. Бафарус такой довольно прямолинейный. Просто стараться на линии
хорошо использовать свой потенциал с Ешки и Вешки, не бояться за него принимать дуэли после того, как ты по нему получаешь куинсу и еще как. Особенно против подачников. Особенно если ты купил себе ниндзя Таби, то ты, наверное, практически никакому адешнику не проиграешь дуэль, разве что Вейн. Ну и то, если ты начнешь дуэль с Вейн, ты тоже, скорее всего, выиграешь. В принципе, все, я думаю. Счастливо.